Всем доброго времени суток, дорогие наши друзья, любимые подписчики и гости нашего канала. Мы рады вас вновь всех приветствовать. А сейчас мы вам покажем, куда мы в этот раз отправились. В путь, естественно, мы отправились с нашими замечательными подписчицами. Они нас очень сильно поддерживают, за что им особая благодарность. И мы попросили нашу подписчицу Олесю, чтобы она немножко рассказала об этом месте. Эти домики построила для увечных воинов императрица Александра Федоровна в начале, получается, 20 века. Угу. Вот, в них жили воины, которые, там без руки, как бы без ноги. То есть, получается, инвалиды, да? Да. Они охраняли, получается, парк. Угу. Вот. В начале, по-моему, 2000-х они еще были обитаемы. То есть сравнительно недавно они Да. опустели. Да. Они уже брошенные стоят, наверное, уже очень давно. Угу. Лет, наверное, где-то уже, 20 уже. Просто когда сюда, допустим, приходишь, очень некомфортно, очень сильно. И постоянно какие-то тут какие-то звуки, шорохи. Угу. Короче. Такое непонятное, неоднозначное место. Да, такое, оно неприятное, да, и там очень страшно там. Понятно. Поэтому, да, мы решили сюда приехать, посмотреть, во-первых, попробовать прочувствовать всю обстановку. Да. Мне тоже кажется, нас заинтересовала твоя история. Угу. Доброго времени суток, дорогие друзья, любимые подписчики и гости нашего канала паранормальных блогеров. Мы рады вас всех приветствовать. Итак, в завершение нашей поездки в Санкт-Петербург по совету наших любимых подписчиков мы посетили загадочный домик в Баболовском парке. Немного предыстории, откуда же взялись эти домики. В 1905-1906 годах недалеко от Орловских ворот, рядом с Гатчинским шоссе и Сибирской колонной, архитектор Сильвио Донини построил большое трехэтажное здание – Дом презрения для увечных воинов, получивших увечья в ходе русско-японской войны в 1904-1905 годах. Весной 1905 года лазарет посетила императрица Александра Федоровна. У нее и появилась мысль приобрести небольшой дом под мастерские для выздоравливающих воинов, неспособных к самостоятельному труду. Дом был найден, но за это время идея трансформировалась. Решено было создать дом презрения для увечных воинов. Первоначально дом был рассчитан на 150 человек. Воины обучались в мастерских – портняжных, вязальных, фуражных, столярных, мебельных, сапожных и корзиночных. Дом презрения состоял под покровительством Александры Федоровны и находился в ведении Министерства императорского двора. В глубине парка за Баболовской просекой построили небольшие одноэтажные домики из бетонита по проекту военного инженера Константина Дмитриевича Грибоедова. Домики были одинаковыми и предназначались для проживания семейных инвалидов, которых устраивали работать сторожами в парке. К началу 1917 года возвели 10 таких домиков. К сожалению, из этих домиков до сего дня в Баболовском парке сохранилось только
3. Императрица Александра Федоровна живо интересовалась всем, что касалось Дома презрения, любила его посещать. Прежде всего, она посещала церковь, затем обходила палаты и несколько мастерских. В столярной и корзиночной мастерских изготавливали изделия по ее заказу для дворца и для отправки в Ливадию и Спалу. Дом презрения у вечных воинов закрыли в 1920 году, однако учреждение, его занявшее, также имеет гуманитарно-медицинский профиль. Ныне это клиника крупнейшего в стране ортопедического НИИ имени Генриха Ивановича Турнера. До настоящего времени облик здания сохранился в упрощенном виде. Утрачены открытия балкона над главным входом, щипцы и башенки. А теперь перейдем к тому, что же заинтересовало нас в тех самых одноэтажных домиках. Как мы уже сказали, что из 10 построенных уцелели всего 3 дома, но доступ был только в один из них. Все остальные наглухо забиты и заколочены. Признаемся вам честно, друзья, мы очень много искали, много перелопатили информации, но как таковой истории о домиках не нашли. Ее либо нет совсем, либо по каким-то неизвестным нам причинам не разглашаются. Так в чем же загадочность этих домиков, спросите вы? А загадочность, или точнее странность, в том, что некоторые люди, которые приходят в Баболовский парк на прогулку, проходя мимо этих домиков, испытывают некий страх, панику и прочие неприятные ощущения. С чем это связано, по какой причине, никто не знает. Но есть предположение, что все это отголоски военных лет. Ведь в Баболовском парке немцами было расстреляно очень много народа, в основном еврейской национальности. Фашисты готовили рвы заранее, затем приказывали евреям ложиться в них и расстреливали. Точные места расстрела немцы скрывали и никого к ним не подпускали. Очевидцы рассказывали, что даже легко раненых евреев сбрасывали живыми в выкопанный ров, и что даже на другой день шевелилась земля на месте расстрела. В 1941 году в октябре в Баболовском парке расстреляли 400 граждан, а это были старики, инвалиды, женщины и дети. И никто не знает точного места, где происходил весь этот ужас. Вполне возможно, что где-то рядом с этими домиками, ведь не зря же именно от этого места идет сильная негативная энергетика. Когда наши подписчики рассказали нам об этом месте и о своих ощущениях, нас это очень заинтересовало, и мы, недолго думая, собрали все свое оборудование и вместе отправились в Баболовский парк, к тем самым домикам, в поисках неизведанного и в надежде на то, что в процессе наших экспериментов мы хотя бы на шаг приблизимся к тому, что же хранит в себе это тайное и мрачное место. Что же у нас получилось и смогли ли мы приблизиться к разгадке, вы сможете узнать, посмотрев это видео. Ну а пока вы готовитесь к просмотру, мы предлагаем вам подписаться на наш канал паранормальных блогеров тем, кто этого еще не сделал. Нажать на колокольчик для того, чтобы вовремя получать уведомления о выходе наших новых видеороликов. Ведь дальше вас будет ждать еще больше удивительных приключений и наших поездок по мистическим и загадочным местам. Ну что, друзья, а теперь давайте приступим к просмотру. И, конечно же, по окончании видео мы традиционно ждем вас в комментариях и в чате нашего телеграм-канала, где с удовольствием обсудим вместе с вами все интересные моменты. Итак, приятного и таинственного вам просмотра. Так, друзья, а сейчас мы хотим пройти к этим домикам и посмотреть, что там осталось и вообще какая атмосфера. А как Леся уже сказала, что здесь людей что-то
вводит в какой-то, ну, не знаю, им становится жутко. Почему это происходит? И, может быть, какая-то энергетика там осталась. Поэтому мы хотим там поставить камеру ночного видения. И, возможно, получится еще провести эксперимент с Kinect-камерой. Посмотрим, что получится. Ну что, вперед. Я не знаю, будет ли это видно на съемке, но здесь такой густой туман. Здесь настолько все оплело им. Но выглядит это место просто невероятно мистично. Кстати, один из домиков, вот, пожалуйста. Ну, сквозь туман, конечно, возможно, его не видно. Но мы сейчас подойдем поближе и более подробно вам все покажем. Немного дороги, просто для атмосферы, чтобы, возможно, что-то мы почувствуем. Так, вот эти домики. А вот в этот мы сейчас пройдем. И проведем там эксперименты. Мне кажется, с тишиной тоже стоит Да, попробовать. попробуем, конечно. Оставим там, наверное, диктофон Ага. вместе с камерой ночной. Ну, выглядит, конечно, жутковато. Так, здесь надо аккуратно, потому что я не знаю, тут насчет ступенек. Есть кто? Тук-тук-тук. Слушай, это, похоже, старый такой унитаз, что ли, или вдруг туалет такой? Туалет был, да? Угу. О, вот это пила. Да, здесь есть подвал. Нет, тут не спустишься. Слушайте, а в доме прям тепло. Угу. Ну уж делали, конечно, капитально. Здесь горело. Горело, да. Подвал, смотри. То есть можно вот видеть. Ну, там не спустишься, конечно. Но подвал большой. Ну, сделано, да, очень капитально. Слушай, а если туда камеру немножко спустить? Не эту, а сон. Попробовать. Там просто все захламлено, мусор. Нет, ну ты же не знаешь, что там дальше. Ладно, попробуем потом. Это печь. Я когда здесь была, не помню когда, тут был матрас. Вот тут. Матрас. Прямо вот тут был матрас. Да. Тут верно, обитает иногда. Похож. А здесь, скорее всего, готовили. Ну да, печка целая, она металлическая. Слушай, ну она действительно целая, и топить можно запросто. Ну, крыша потихоньку обсыпается, конечно. Я думаю, вот как раз в этом месте, наверное, имеет смысл поставить, да? О, да. Здесь? Мне нравится комната, да. Какая? Вот это я сюда не могу Вот вообще это? зайти, да. Вот я сейчас с вами, но сюда, наверное, раз. Да? Да. Ну, здесь ничего такого нет, как бы ничего не осталось, они пустые абсолютно. Но, как бы вот они, в целости и сохранности. Ну да. Ну, а что, мы сейчас, наверное, тогда подготовимся, поставим все оборудование. Да.
Сейчас, наверное, надо камеру ночную поставить. Или Kinect сначала. Мне кажется, сначала, наверное, надо Kinect Да. и немножко настроиться, подумать, ну, мысленно, так сказать, спросить духа этого места. Может, он появится. Давайте. Давайте попробуем. Ну, как ни странно, здесь вообще тихо. Так. Вот решили замерить фон. Здесь очень душно. Здесь прям жарко, на улице холодно. Туман, сырость. А здесь прям жарко. Как будто бы такое ощущение, как будто печь натопили. Смотрите еще с клеймом ЯИП. А как это? Ну, это какая-то кирпичная... Ну, это понятно. Императорский, наверное, кирпичный, как он называется. Императорский? Ну, Ну и императорский. какого года ты говоришь? Это 1905 и 1906. Вот так вот. Здесь тихо. Ну, посмотрите, какой кирпич. Он же действительно, у него ширина прям А вот еще шикарно. мне рассказала, что их было всего-то 10. Этих домиков. Да, Мгм. да, и 3. Ну вот как бы осталось, но остальные все, то есть, ну вот как бы разрушила. Мгм. Во Война. время, да, в этой самой Великой Отечественной. Вот, Уцелели только 3. да. А те Один два- открытый, а те 2 запертые. И Запертые. один, по-моему, крайний, его использовали военные. Мгм. Вот. А вот эти 2 прям вот тут вот как бы жили. И вот в этом домике жил старичок, да? Да, да. Вот так. Это лес. Лишь поймал, да. Да. Все, лезь ты уже. А это я? Всё. Вы мне просто говорите. Мы скажем, если что-то появится. Ты это явно услышишь. Да. Бабочки. Что? Бабочки. М. Может обратиться к духу этого места, если он есть здесь. Покажи себя на камеру, дух этого места. Туда светить надо. Ты не просто води, ты хоть останавливай немножко. Периодически. О, Оп, есть. стоп, появился. Есть. Ага, у тебя, получается, Танюш, справа, прям в углу. Да. Это где подвал? Нет, Нет, это да, это другая сторона. Где печь, наверное. освещения там нет, лезь туда. Ага, вот. Отлично. Что он на печи стоит? На печке стоит, прям ровно стоит на печке. Смотрите, как по стене. Дух этого места. Ты можешь подать нам какой-нибудь звук, стук, голос? Топает. Дух этого места. Ты злой или добрый? Если добрый, стукни 1 раз. Если злой, то 2 раза.
Пообщайся с нами, пожалуйста. Прояви себя как-нибудь. Дух этого места, прояви себя как-нибудь. Стуком, голосом. Тихо. Мне кажется, можно здесь поставить ночную камеру вот на этот угол. Ой, Вот Танюша исчез. исчез. Ты повернула, он Исчез. побыл чуть-чуть и исчез. Да. Мне кажется, вот на этот угол, да, Да. Вот тут поставить камеру, потому что Мгм. здесь было чисто. Ну, никого не показало. Ну, давайте. Не, ну если он там был, здесь, а лучше уж тогда здесь и поставить. Нет, ну, я Ну, еще кого раз слышно? это возможно. Тихо. Под ноги смотрим. Это вот тут он, Угу. Он стоял прям четко. Да, вот здесь. то есть он высокий, да, получается? Он стоял на печке почти до На печке, верха. да. Ну, То есть он... выключилось, ноутбук не работает. В смысле? Он вырубился. А что такое? Первый раз такое. И потух. Опа. Все, появился муж спящий. А, ну может быть. Хотя когда Дремлющий. что-то смотришь, он спящий не уходит. Да? Это когда он стоит бездейственно. А, эту функцию надо отключать. Ну хорошо. Ну смотрите, он роста такого же обычного, как и человек. Потому что он просто стоял на печке. Печь достаточно высокая. Мне кажется, это, судя по росту, это все-таки мужчина, Тут- а не женщина. Тот самый дедушка, который здесь жил. Причем такой длинноногий достаточно. Да, да. Ну что? Нет, ничего. Ничего Нет, то. сейчас все тихо. Ну, Ничего. вы просили, он показался. Ну да. И все, как бы. Можно пройти опять в ту комнату, там еще Вот попробовать. и я предлагаю. Давайте. Правда, свет вместо ванны доски проверили. Угу. Я просто не вижу, куда я посмотрю. Можно найти не... Нету, нету тени. Ничего тут нету. То есть даже будет тень, если на за Танюшу так светит. Вот, чтобы тени не было.
Нет, ничего. М-м. Ну, такое ты спокойно. Вот это, да? Ну, так вот, отлично. Но, тем не менее, вот силуэт появился там. Мне кажется, да, имеет смысл там сейчас поставить. Ну, где был силуэт, там лучше и поставить, да. Давайте тогда поставим ночную камеру, мы настроим. Лучше с посмотрим, проверим. Надо остановить его прочитать. Вы, если что, меня направляете. Как бы мои глаза, я У меня фокусируется. на чем? Ну, сейчас нет уже. Ну, на печи вот где-то справа. Что-то я не поняла, что было. Сейчас уже нет. Ну, это... Мне, конечно, наверное, показалось. Ну, тут ничего нет. Как будто кто-то за ногу тронул. Нет, я могу ошибаться, но правда что-то было. Может, показалось. Поэтому мы никто тронуть не могли. А что такое? А, это ноутбук, наверное. Мгм. Мгм. Я, знаешь, наверное, подумала на холодильник. Что такое? Ничего. Нет, все спокойно сейчас. Ну все, видимо, показалось. Ну да. Ну, я думаю, достаточно. Давай Да. поставим Мгм. ночную камеру. Так, все, мы поставили камеру. Так, сейчас я поставлю на запись. Сейчас, подожди, дай я сниму. Все, мы поставили камеру. Оставляем. Диктофон, наверное, потом, да? Диктофон после пусть Ну. немножко поснимает. Буквально минут Потом мы 20 придем. у нас. Да. В общем, все настроили вот на эту печь. Какая пила, да, дружба. Ну все, пока выходим. Давайте, девчонки, Так, выходите, аккуратно. оставьте мне только одно освещение. Лесик, давай. Выходите потихонечку, пока. Я сейчас включусь. Да. Так аккуратно, да. Такой интересный туалет. Кстати, И да. замок там лежит внутри. Видео пошло. Так, выходим. Здесь уже ничего не видно. Так. Засекаем время. Девочки, туда не ходите, там где-то вот этот самый колодец открыт. Время. 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 Ага.
камеру записала. Посмотрим. Восстановим 26 минут. И вот. В этот раз нам стало интересно, а что если взять аудиодорожку с записи камеры ночного видения и обработать ее при помощи программы? Какой ЭГФ может получиться? Это довольно-таки интересный эксперимент, и получился весьма понятный разбор. Итак, вот что у нас вышло. Так, все? Ну все, тогда. Так. Ну и сейчас запишем тишину. Ну здесь прям жарко, душно. Теплый дом нагрелся, если Угу. Ну да. тяжелый от солнца нагретый, вот эта вся влажность. Здесь стены толстые, и все прогрелось. Но дом, видимо, теплый был. Мгм. Знаешь, вот небольшие комнаты и печка такая. Да. Если натопить, здесь, мне кажется, там вообще все что-то. Да, осторожно там. Ямина такая. Кто толкнет, да? Ну, мало ли. Ну, первый раз я так не задумалась, вижу. Печь. Очень интересная, да, задвижка горизонтально стоит. Вертикально. Или вертикально. Да, вертикально. Ну да, наверное. Вертикально. Обычно наоборот. Наоборот. Угу. идет. Первый раз тоже вижу. Точно, да, да, да. Печь, конечно, вообще. Да, горелый веник. Сосредоточение камеры. Ну что, давайте запишем теперь минуты 2 тишины, да? И зададим вопросы. Потом послушаем, будут ли какие-то ответы. Так, я включаю, наверное, прямо сейчас, да? Чтобы здесь было слышно, что мы задаем. Дух этого места, ответь нам, пожалуйста, на вопрос. Что здесь произошло с последним жителем этого дома? Какой еще вопрос задать? Кто был первым? Что здесь, да, дух этого места? Ответьте еще на вопрос. Что здесь вообще произошло? Почему здесь все такое черное, был пожар? Может быть, кто-то погиб, может быть, ну, был какой-то трагический случай. И, наверное, стоит задать вопрос, кто был здесь первым жителем этого дома? Кому это вообще принадлежало? Ну, вот этот домик. Может, еще какие-то вопросы?
В общем, дух этого места. Если у тебя есть что нам рассказать, если ты хочешь нам что-то донести, говори вот в этот диктофон, мы тебя услышим. Как звали владельца этого? Да, и Последнего. имя владельца этого дома, который жил, ну, последнее время. Оставляем здесь на печке и выходим. Так, что, мы возвращаемся? Почему? Да. Все. 10 минут. 10 минут. 10 минут. Самостоятельно, да, минуты 2-3. Нет, 10 минут записала. Офигеть. Ну, Да. Ну что, все, спасибо тебе, дух этого места, что пообщался с нами. Мы тебя благодарим и отпускаем. Уходи с миром. Мы тебя благодарим и отпускаем. Уходи с миром. Мы тебя благодарим и отпускаем. Уходи с миром. Ну что, наверное, если что-то было, то вы уже это увидели. Надеюсь, что что-то получилось. Спасибо всем за просмотр. Фото вокруг дома. Да, обязательно. Мы уже все пофоткали. Достаточно интересные получились фотографии. Вы все это увидите в конце ролика. Поэтому продолжайте смотреть. Ну, мы уходим. Ну что, мы надеемся, что что-то получилось. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, Да. Ну, пишите комментарии. Да. Ну а мы отправляемся за новыми приключениями. Поэтому ждите новые выпуски. И они обязательно будут. Ну а мы на сегодня прощаемся с вами. Всем говорим до свидания. До новых встреч. И вы у нас самые лучшие. Пока-пока.
Thank you.